Уважаемые дамы и господа, первая основа эзотерики, как, собственно, и любой другой сферы знаний, там, любой сферы науки, это система представлений, да, или правильные знания. И если знания у нас есть, мы можем чем-либо воспользоваться, ну, неважно, там, можем прочитать карту на русском или на английском языке. Если знаний нет, мы не можем этим воспользоваться. Если наши знания ошибочные, ну, мы прочитали одно, а это оказалось совершенно другое. Вместо того, чтобы прийти там, ну, неважно, на выставку попали в болото, да, если мы читаем карту ошибочно. В сфере эзотерики основные представления, которые нужны, это о душе человека, о тонком мире и обо всем, что связано именно с этой сферой. Если взять различные системы представлений, то как они принципиально отличаются? Для атеиста всего этого не существует. Да, если, предположим, наша душа – это ноутбук, то для атеиста ноутбук не существует. Если мы говорим о религии, о большей части религии, то там говорится, что душа есть, но без подробностей. Да, то есть мы смотрим на ноутбук, мы говорим, он существует, открыли, но мы не можем прочитать, что написано на этих кнопочках. Не можем их нажать и ими воспользоваться в полной мере. Если мы детально понимаем, как устроен мир, да, душа, тонкий мир, тогда, образно говоря, мы открыли ноутбук, мы понимаем, что означает каждый символ, и можем этим пользоваться, да, там, отослать письмо, запустить какой-то вычислительный процесс, подключиться к YouTube-каналу, что угодно. Да, если мы понимаем, как это все работает, у нас есть представление о этой сфере. В данном случае, если говорить о нашем направлении, то система представлений, да, душа, тонкий мир и все остальное, ну, это одна из ключевых сфер эзотерики. Это первая тема нашей основной программы. И, собственно, как это выглядит у нас, в чем ключевые преимущества? Это не просто существует, скажем, в некоторых религиях, там, в брахманизме, да, в индуизме, буддизме, в том числе есть некоторые описания, да, что такое там душа, чакра, что-то еще, тонкие тела рисуются. Но в какой книге вы прочитаете тонкое тело, предположим, тонкое тело, это что и для чего оно необходимо? Да, вот следующая ступень по формированию системы представлений – это детальное понимание, каждый элемент, для чего он нужен и как он работает. Да, если, предположим, что мы рассматриваем на наших занятиях, что такое тонкое тело. Да? Если условно сказать, это оболочка, ну, предположим, клееночка, ну или любая другая оболочка. Вот материал, для чего он служит? Он не пропускает энергию извне, да, потому что ну, это как кожу разрезали, туда вошли бактерии, больно. Да, не пропускает энергию извне для чего? Чтобы внутрь вашего мира, да, в вашей души не входили посторонние энергии. Он сохраняет энергию внутри. Далее оболочка сохраняет энергию внутри. Да, это вот как ваша кровь, да, чтобы энергия не выходила, чтобы вокруг вас сформировалась соответствующая комфортная среда. Да, каждое тонкое тело работает со своими энергиями. Там ментальное тело с ментальными, эфирное там, с эфирными, астральное с астральными и другие функции, скажем, служат для крепления тех или иных внутренних систем. И если мы рассматриваем все, что касается там, тонких тел, или как устроены наши чакры внутри, мы рассматриваем достаточно подробно, то чем лучше мы понимаем, как все устроено, тем больше это дает нам возможности. Опять же, то же самое ноутбук. Или мы понимаем, как работают те или иные программы, или мы предполагаем, что что-то там есть, но понятия не имеем, как этим пользоваться. Поэтому, если вы хотите получить детальное представление о тонком мире, эгрегоры, там, существа, божества, о душе человека, там, о чакрах, как работают способности, как управлять там, своими потоками, раскрывать тот потенциал, который заложен в душе человека, пожалуйста, знакомьтесь и с нашими мини-курсами, и с нашей основной программой. Спасибо, успехов!